Здравствуйте! Сейчас я покажу вам основные приемы детского массажа, а также их последовательность. В дальнейшем для каждой возрастной категории я буду говорить, какие из этих приемов мы будем использовать, а какие нет. Буду выполнять массаж на модели, а вы в процессе, повторяя за мной, тренируйтесь на самих себе. Ну что, приступим? И первый наш прием – это поглаживание. Поглаживание мы выполняем своими ладонями по поверхности кожи ребенка. Медленно, не спеша, скользим по коже. Глубоко не погружаемся, не создавая кожных складок. Движения должны быть мягкими и равномерными. Вот здесь у нас образуются складки, это слишком глубоко мы воздействуем. Мы должны воздействовать более мягко, скользить по коже. Темп движений должен быть медленным, ладонь ваша должна быть расслаблена. Она должна повторять контур тела ребенка. Двигаемся мы по одним участкам тела вверх и по другим спускаемся вниз. Может быть одновременные движения, а могут быть и попеременные, когда одна рука работает вверх, а другая вниз. Также один из вариантов поглаживания – это глажение, когда мы работаем тыльной поверхностью ладони. Тыльной поверхностью ладони мы двигаемся вверх, затем разворачиваемся и спускаемся ладонью вниз. И таким образом работаем. Не торопимся. Медленные поглаживания успокаивают нервную систему и расслабляют мышцы. Более быстрые, наоборот, могут стимулировать. В данном возрасте наша основная задача – это расслаблять. Следующий вид поглаживания – это поглаживание граблеобразное. Подушечками пальцев двигаемся по боковой поверхности туловища, по межреберным промежуткам. Глубоко не уходим, это по-прежнему поглаживание. Мы работаем по поверхности кожи, скользим по ней. Движения медленные, плавные. С одной и с другой стороны. Следующий прием – это растирание. И основная наша цель – это разогреть ткани, на которых мы работаем. Выполняем растирание энергично. Здесь мы уже погружаемся глубже, скользим и по коже, и воздействуем на подкожно-жировой слой. Работаем продольно, поперечно по всей поверхности туловища. Растирание можно выполнять как одной рукой поверхностью ладони, двумя руками одновременно, а также есть вариант кольцеобразного растирания, когда мы обхватываем ножку либо ручку малыша и выполняем растирание такими поступательными движениями. Прорабатываем, чувствуем, как кожа теплеет под нашей рукой. Мы должны достаточно интенсивно работать, чтобы чувствовать, как поверхность разогревается. Также есть растирание подушечками пальцев. Его хорошо выполнять на поверхности туловища, на грудной клетке, спине. Выполняется спиралевидными движениями от центра к периферии, то есть в стороны. Работаем также энергично, интенсивно. Обратите внимание, что я также продвигаюсь по коже. Я не стою на одном месте, а именно растираю кожу подушечками своих пальцев. Также на межреберных промежутках можно выполнять и граблеобразное растирание, когда мы устанавливаем наши пальцы вдоль ребер, а точнее межреберных промежутков, и двигаемся такими штриховыми растирающими движениями. Оно отличается от поглаживания. В поглаживании мы просто скользим по поверхности кожи. А в растирании растираем и кожу, и подкожно-жировой слой. Прием разминания. Разминание выполняется более глубоко. Размещаем свои руки вдоль позвоночника справа и слева и выполняем круговые разминания мышц. Здесь мы углубляемся уже вниз, проходим подкожно-жировой слой и работаем на самих мышцах. Двигаемся потихоньку, в среднем темпе, разминая мышцы. Это отличается от растирания, ведь в растирании мы по коже скользили, растирая ее. А здесь мы выполняем именно разминание.
на самой мышце. Прием достаточно глубокий, ориентируемся на состояние ребенка. Он может выполняться как одновременно двумя руками, так и попеременно. Правой, левой, правой, левой. И в таком формате продвигаемся вверх, работая на мышцах. Так мы работаем на спинке, так мы работаем на конечностях, а также еще вариант работы на конечностях — это по принципу 1 к 4, 4 к 1. Когда мы большим пальцем разминаем мышцы задней поверхности бедра в данном случае, двигаясь вверх, разминаем, а 4 пальца — это опора. И когда один палец у нас будет служить опорой, а 4 пальца будут выполнять разминание, продвигаясь вверх. 1 к 4 большой палец работает, и 4 к 1. Такое разминание очень хорошо выполнять именно на конечностях, ручках и ножках. Последний прием — это вибрация. Вибрировать мы можем разными способами, например, подушечками пальцев. Размещаем наши пальцы вдоль мышцы, углубляемся, чтобы достать до нее, и выполняем вибрационные воздействия. Также мы можем выполнять вибрацию на крупных мышцах, либо животике всей ладонью. Также есть вариант вибрации основанием ладони. Суть данного приема в расслаблении мышц и тканей, на которых мы работаем. К массажным приемам иногда относят и движения, но мы с вами будем их разбирать отдельно. Ну что, пересмотрите это видео еще несколько раз, потренируйтесь на себе, ощутите разницу между тем или иным массажным приемом, и когда будете готовы, приступайте к следующему видео.